Привет, девчонки, меня зовут Инна, буду сегодня переделывать ужас на моей левой руке. И как же мне надоели эти длинные ногти. Форма красивая, дизайн красивый, он мне не надоел. Но длину я сделала экстремально длинные. Для меня это ногти экстремально длинные. На большом я перенарастила, сделала наращивание формами балерина, верхними формами. Снимать буду керамической фрезой с зеленой насечкой. Заказала я ее недавно на Алиэкспресс, вернее получила недавно. В этом магазине и по этой ссылке я заказывала фрезы такой же формы с красной и синей насечкой. Они мне понравились. Я решила заказать еще и зеленую погрубее. Но она оказалась мягкой. Больше похожа на синюю насечку, чем на зеленую. Форма этих фрез мне нравится. Она удобная для меня. Носик узкий, им удобно везде подлезть туда, куда надо. Вот спилить длину, к примеру, удобно такой формой фрезы. Мне и кукурузой удобно, но это еще проще. Длину полностью не убираю. Здесь я ускорила. В центре была ракушка, поэтому ракушка спиливается сложно. Пришлось мне повозиться, чтобы спилить эту ракушку. Тут я решила посмотреть на фрезу, думаю, может она забилась полигелем. Полигель не просох, но нет, она не забилась, просто она такая мягкая. Поменяла фрезу на другую, взяла бочонок с синей насечкой, и им дело пошло гораздо быстрее. Спилила материал почти полностью. Может, где-то местами там у меня и остался. Равняю свободный край, скругляю углы. Поверхность опилю без вас. Опилила, и тут я показываю вам полировщик маленького размера. Я последние несколько месяцев на правой руке не пользуюсь фрезой пламя, а использую вот такие маленькие полировщики для вычищения птеригия. И кутикулу я срезаю через раз шариком, а вот вычищаю птеригий таким полировщиком маленьким. И еще использую эти полировщики в мужском маникюре. И сегодня хочу попробовать на левой руке также сделать. Темно-серый и коричневый — это грубые полировщики, а зеленый он средний. Он средний по гритности. Они, конечно, в процессе стачиваются, стираются. Кончик можно опилку подточить, если нужно. Апельсиновой палочкой приподнимаю, отодвигаю кутикулу. И на правой руке, как уже сказала, делаю несколько месяцев. Нормально у меня носится покрытие, нет никаких отслоек. Многие пугают, что от полировщика будет отслойки. Но у меня нет отслоек, проверено на себе.
Этот лайфхак, кстати, я увидела, когда проходила курс у Тины Зайцевой. Она вот советует новичкам, кто боится фрезы пламя, попробовать полировщиком маленьким вычищать птеригий. Кутикулу им, конечно, не поднимешь так, как фрезой пламя, но вычистить птеригий и отодвинуть им можно. И кутикулу я сегодня тоже не буду срезать. Посмотрите в конце, обратите внимание, если кому интересно, на кутикулу. Ее особо у меня и не видно будет. Она у меня такая тонкая пленочка. Большими лопухами она у меня не нарастает. Она у меня нарастает тоненькой пленочкой. Вот здесь также я не убирала кутикулу на большом. Подбираю форму по размеру. Когда сделала наращивание на большом, я сначала оставила форму балерина, походила немного, но потом все-таки решила убрать. Мне не нравятся эти острые углы на длинных ногтях. Мне нравится больше форма миндаль, овал или короткий квадрат. Подбираю форму, и тут я, по-моему, вам показала, я впервые такое вижу. Здесь есть размер 4,5 и 5,5. Такого я еще не видела ни в одних формах. Буду использовать сегодня дегидратор Born Pretty, был у меня в одной из предыдущих распаковок. И показала вам праймер бескислотный Uno. Я заметила в них сходство. Когда я наношу праймер бескислотный Uno, на ногтях появляется такой холодок. И также вот при использовании дегидратора Born Pretty у меня такой же холодок на ногтевой пластине. У кого есть праймер Uno, у вас также холодок при нанесении присутствует? Последний месяц использую новую базу каучуковую Патриса. Здесь я показываю вам новую кисть. Я заказала на Валберес набор кистей. Похожие кисти я заказывала на AliExpress поштучно, а здесь был набор из 8 штук. Стоил он недорого, но цена у него меняется. То 300 рублей, то 500 рублей, то вообще нет в наличии. Я покупала за 350 рублей. Ссылку оставлю. Если кому-то интересно, то смотрите, следите, когда появится. Черные стоят подешевле, там еще есть с серой ручкой. Наношу промазывающий слой каучуковой базы на все 4 ногтя и отправляю в лампу на просушку. Кисть была немного суховатой, я ее промочила хорошенечко в базе. Все кисти из набора я, скорее всего, вряд ли буду использовать, но какие-то из них точно буду использовать. Базу наносить мне больше нравится кистью со скругленным кончиком. А здесь ровный срез у этой кисти. Мне не очень удобно, но опять же уголком кисточки можно подлезть в синусы. Но это, наверное, дело привычки. Можно и к такой форме привыкнуть, если захотите. База мне нравится, но она немного густовата, если ей делать выравнивание. А вот как подложку под укрепление или наращивание. Наращивание буду делать полигелем Born Pretty, опаловый полигель, красивый цвет полигеля.
Я говорю, и он не густой. На некоторых ногтях он мне немного припекал. Такое у меня впервые. Мне ни один полигель никогда не припекал. Вот именно, может, потому что он такой жидкий, похожий на густой гель. Жжение было не дикое жжение, а так немного тепло. Кисть смачиваю в жидкости для полигеля и разравниваю в форме. Кисть это у меня для акрила из набора, и это кисть у меня давно. Это один из первых наборов, которые я купила на AliExpress. Разровняла, проверяю. И здесь вот я немного не дотянула полигель. У меня, кстати, такая беда часто. Я не дотягиваю до параллелей полигель. И потом, когда снимаю форму, у меня получаются такие зазубрины. Здесь я подтянула. Прикладываю форму. Под наклоном немного прижимаю, но не сильно, чтобы полигель не повылазил у меня везде, где нужно и не нужно. Подправляю той же кистью. С внутренней стороны выглаживаю. Центрую по первой фаланге. И отправляю в лампу. Снимаю. И безымянный у меня постоянно смотрит в сторону. Я до этого не понимала, почему он у меня смотрит в сторону всегда. А у меня, получается, точки роста расположены на разной высоте. И я начинаю равнять. И вот когда просушиваю, снимаю, у меня получается кривой ноготь. В следующий раз постараюсь выровнять, чтобы у меня не был кривым ноготь. Той же фрезой зеленой убираю ступеньку. С внутренней стороны немного опилю, но показывать этого не буду. Полигель я выглаживала, поэтому там пилить много мне не пришлось. Указательный попилю немного с вами, но полностью опил показывать не буду, чтобы не махать пилкой в кадре. Вот такая форма ногтей мне нравится больше. Или привычней просто. Здесь я вам показываю гель. Я замешала гель белый
прозрачные, и хлопья были у меня в одной из предыдущих распаковок. Покупала я их специально для замеса. Замешала. Какая-то часть хлопьев, конечно, все равно оседает на дно, и нужно перемешать перед использованием, но и все они не оседают на дно. Промазываю ноготь тонким слоем. Так как форму с полигелем я не доводила до кутикулы, поэтому сейчас делаю выравнивание гелем. На 3 ногтях я уже сделала выравнивание, и по опилу вы можете видеть, что я попилила. Тонкой кистью помогаю гелю разровняться, довожу туда, куда нужно. Красивый замес у меня получился, мне нравится. Переворачиваю ноготь. Проверяю. Подтягиваю ближе к центру. Кисть тонкая, мне понравилась. Это кисть из набора, который я вам показывала в начале. Еще раз переворачиваю, проверяю, подправляю, если нужно. Я когда делаю выравнивание себе, я руку кручу туда-сюда, несколько раз переворачиваю, потому что никуда не спешу. Когда меня все устраивает, отправляю в лампу, снимаю липкий слой. И, как уже сказала, нужно немного опилить. Кутикулу я не убирала, и так ее оставлю. Возьму змею вот с этой пластины. Хочу змею разместить на 3 ногтях. Этот рисунок я отпечатывала на большой ноготь на поталь. Здесь принт рептилии. Промазываю топом без липкого слоя, отправляю в лампу на 15 секунд. На горячий топ буду втирать 2 втирки, бронзовую и зеленую. Это будет у меня фон под змею. На указательном я уже нанесла, осталось мне сделать средний и безымянный. Про змею не договорила. Если вы знаете красивую змею, вернее пластину с красивой змеей, с большой змеей, широкой, не тонкой, не узкой, напишите, пожалуйста, название пластины. Я искала, но не могла найти. У меня несколько пластин со змеями, но все не то, что мне хотелось бы. Втираю втирку на горячий топ, дотираю пальцем. Вот что у меня получилось. Это фон под змею. Черным лаком для стемпинга отпечатываю эту змею. Хотела отпечатать ее сразу на 3. Но немного не получилось. У меня подушечка завалилась. Отпечатаю еще раз и допечатаю на безымянный. Вот. Еще один завиток
Лаку для стемпинга дам подсохнуть. Это топ с липким слоем. И по контуру всю змею, даже заходя чуть-чуть за контур, обвожу эту змею. Топ наношу с промежуточной просушкой, чтобы он у меня никуда не уплыл. Захожу за контур, чтобы потом лак для стемпинга у меня не стерся вместе с втиркой. Такой дизайн я уже делала несколько раз на своих ногтях, не только на своих ногтях. Мне нравится такой дизайн. Кое-где зеленым гель-лаком промажу брюшко змеи. Этот лак со светоотражающими частичками и фольга или хлопья юги. Красивый гель-лак. Я вообще хотела сделать эту змею, чтобы она была у меня объемной на ногтях. Но сильно большой объем делать не стала. На мизинце отпечатываю глаз рептилии. На кончике не допечаталось, допечатаю. Также лаку для стемпинга дам просохнуть и тем же зеленым гель-лаком заполню глаз рептилии, чтобы он у меня светился в темноте. Заполняю глаз также с промежуточной просушкой. Пока вам непонятно, конечно, что у меня получится, скорее всего, но в конце увидите. В конце покажу со вспышкой и без вспышки. Перекрываю топом с липким слоем. Потом еще раз топом без липкого слоя уже. И кое-где еще добавлю густым топом без липкого слоя объема глазу именно и змее. Так что, кто знает, где взять красивую змею, пишите в комментариях. Жидкостью для снятия гель-лака протираю все ногти. Втирка и лак для стемпинга у меня стираются, остается только там, где я перекрывала топом. Вот на этой пластине змея много этих завитков у нее, клубков. И не очень понятно, где голова, где... Но какой рисунок был, такой я и сделала. Здесь под лампой и с вспышкой. Глаз зеленый светится. Здесь вспышка, и лампу я выключила. Обратите внимание на мою кутикулу. Она не выглядит ужасно, даже я ее не срезала, и ее не видно практически. Чуть-чуть видно, конечно, в следующий раз все-таки срежу ее и буду делать это через раз. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр и пока.